Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Сегодня предлагаю связать нежное летнее платье крючком. Платье связано филейной техникой, и узоры я подбирала максимально простые в объяснении и выполнении. Данное платье связано длиной миди, но также прекрасно будет смотреться и в мини-варианте. Опирайтесь на свой вкус. Также платье дополнено ремешком, видео на который будет в описании. Я очень долго думала о том, выкладывать ли свои новые мастер-классы на YouTube. Планировала их делать в платном формате, но многие мои подписчики из других стран мне писали, что очень хотели бы, но, увы, не смогут оплатить в Россию в связи с текущими событиями в мире. Поэтому я приняла решение, что своими мастер-классами буду давать возможность каждой вязальщице из любого уголка мира вязать чудесные вещи. Поэтому каждому, кто поддержит мой канал, я буду безмерно благодарна, так как YouTube прекратил монетизацию по России. Все реквизиты я оставлю в описании к этому видео, и каждому огромная благодарность. А теперь давайте приступать. Я использовала для вязания пряжу Анна 16, это 100 грамм 530 метров мерсеризированный хлопок. Также вы видите расход в мотках, в штуках по размерам. Я даю приблизительный расход в мотках, в штуках, потому что каждый выбирает свою длину, каждый выберет свою расклешенность нижней части платья, поэтому это примерный расход. Всех приветствую, и сегодня мы будем вязать наше платье из вот такой пряжи Анна. Так как эта пряжа очень тоненькая и она в процессе вязания очень сильно перекручивается, я всегда перематываю вот в такой моток. Держатель для пряжи, для вот такой тонкой нити почему-то мне не совсем нравится, поэтому я перематываю. У меня оттенок номер 316, и здесь у нас мерсеризированный стопроцентный хлопок, 100 грамм 530 метров. Можно брать любую пряжу, чтобы это был хлопок. Можно хлопок с вискозой, начиная от 100 грамм 400 метров. Можете выбирать любую. Итак, что нам понадобится? Я буду вязать крючком 1,75, и какие мерки нам будут необходимы. Так как наше платье, мы будем вязать его таким образом. Мы свяжем, начнем вязать от линии под грудью, чуть ниже, и будем вязать вверх. Будем вязать одним узором, далее присоединим ниточку и начнем вязать вниз. По ходу вязания я еще до конца сама не определила, так как мы вместе с вами будем вязать. Возможно, мы свяжем вот так вот до низу, и тут еще сделаем небольшой вот такой вот воланчик, чтобы это у нас все смотрелось хорошо. И здесь у нас на линии плеч будут завязки. То есть у нас по линии плеч, мы будем вязать по кругу. Здесь мы ниточку присоединим, и далее вязание у нас уже пойдет вниз. Вот примерно вот так вот мы должны будем вязать. Для того, чтобы нам начать вязать, здесь нам нужно измерить обхват груди. Вот, обхват груди измеряется горизонтально по самым выступающим точкам. Мы возьмем обхват груди, плюс прибавьте несколько сантиметров, 5-10 сантиметров на более свободную широкую посадку. Если вы любите, чтобы было четко по фигуре, вот именно вот эта верхняя часть, значит берите свой обхват груди, плюс прибавьте 1,5-2 сантиметра, чтобы все-таки у вас оно сидело более комфортно. Итак, мы измеряем обхват груди. Мой обхват груди равен 90 сантиметров. Я хочу более свободную посадку, поэтому я прибавлю плюс 5 сантиметров, и у меня будет 95 сантиметров. Вязать мы будем, у нас будет филейное вязание. Вязать мы будем вот по двум схемам. Вот у нас одна схема, по вот этой схеме мы будем вязать верхнюю часть, и вот эта схема, это у нас будет нижняя часть. Я провязала образцы, и сейчас я вам покажу. Вот это у нас будет нижняя часть платья, вот такие красивые цветочки.
И верхняя часть вот у нас вот такая. Для того, чтобы начать вязание, мы с вами измерили обхват груди. И сейчас мы будем обхват груди набирать петли методом 5 длин. Я думаю, кто со мной вяжет, те уже давным-давно знают, что я этот способ очень люблю. И поэтому мы его будем использовать. Мы на метре откладываем свои сантиметры, то есть в моем случае это 95 сантиметров. 95 сантиметров откладываем на метре. Берем нашу пряжу, вот у меня метр, чтобы видно вам было. Берем нашу пряжу, ниточку. И мы вот ее, ну вот условно, допустим, я покажу, чтобы было понятно, потому что все 95 сантиметров у меня не войдут. Допустим, вот мои 95 сантиметров. Вот они, условно. Вот, я вот отложила, вот у меня 95 сантиметров. Теперь эти 95 сантиметров откладываю 5 раз. Вот, раз, два, три. И еще 2 раза. 4. И 5. Вот, я отложила 5 раз. Когда вы отложите свои сантиметры 5 раз, мы берем крючок и начинаем, вот у нас ниточка вот эта пошла к мотку. Вот, а здесь мы вот откладывали. И начинаем от мотка набирать воздушные петли. Обычным, любым удобным вам способом мы будем набирать петли, вот пока у нас вот не закончится наша ниточка, что мы отложили 5 раз свои сантиметры. Набираем удобным вам способом. Поэтому я сейчас отмеряю свои 95 сантиметров, 5 длин сделаю, то есть я 5 раз сложу и наберу цепочку воздушных петель. Считать петли нам здесь не нужно, мы просто откладываем 5 длин и набираем цепочку воздушных петель. И вот такая цепочка воздушных петель у меня получилась. Мы ее не измеряем, петли мы здесь не считали, мы берем цепочку нашу. Вот здесь у нас окончание этой цепочки, и вот здесь вот это у нас пошло уже ниточка к мотку. Берем именно вот с этой стороны. Находим последнюю петельку, или первая она у нас была, вводим сюда крючок, подхватываем рабочую ниточку, протягиваем, провязываем одну воздушную петельку и начинаем далее провязывать столбики без накида в каждую петлю. Старайтесь вязать, вот я всегда вяжу, вот у нас есть верхняя и нижняя стеночка. Старайтесь всегда вязать за одну стенку полностью по всей цепочке. То есть не вяжите одну петлю за верхнюю, вторую петлю за нижнюю, тогда цепочка получится кривой. Если вы вяжете вот за верхнюю стеночку, вяжите за верхнюю стенку всю цепочку. Тогда она у вас получится ровная. Когда мы начинаем здесь провязывать петли, в конечном итоге у нас цепочка получится меньше, чем когда вот мы петельки эти набирали, потому что вот эта цепочка, она у нас, видите, как вот растягивается. А сейчас мы провяжем столбики без накида, и у нас должна получиться та длина, которую мы изначально откладывали на метре. То есть мы вяжем, когда мы будем уже подходить к окончанию нашей цепочки, мы прикладываем к метру, чтобы получить свои нужные сантиметры. Поэтому мы сейчас довязываем цепочку. Когда провяжем, измерим, сколько нам сантиметров необходимо, столько оставляем, а оставшиеся петельки мы их потом в конце распустим. Поэтому мы сейчас провязываем всю цепочку столбиками без накида. Когда мы провязали цепочку воздушных петель столбиками без накида, мы должны на метре измерить, чтобы у нас получились наши сантиметры, которые мы изначально измеряли. Далее нам нужно будет вот эти петли, столбики без накида, подвести под кратность нашего узора, на который мы будем переходить вязать. У нас тут равно 12 петель. Мы измеряем, считаем петельки
Если нам нужно, допустим, убавить несколько петель, то есть мы можем спокойно распустить свои петли и подводим. Распустите столько петель, сколько вам необходимо. Если вам, наоборот, нужно чуть больше петель довязать, то мы, конечно же, довязываем именно по нашей цепочке. Поэтому вот этот метод набора петель 5 длин, он очень удобен в том плане, что у нас всегда хвостик здесь вот этих воздушных петель остается, и мы всегда можем довязать необходимое количество петель, которые нам нужно. Поэтому давайте подведем под кратность 12 петель нашу цепочку. Когда мы подведем под кратность, мы будем ее замыкать в круг и переходить на вязание основного узора. Итак, вот я просчитала, и у меня вот я прикрепила маркер, мне необходимо 224 петли. Я тут провязала столбиков чуть больше, их я распускаю. Вот я распускаю. И вот у меня последняя петелька, я ввожу крючок, нахожу начало нашей цепочки. Обращайте внимание, чтобы наша цепочка не перекрутилась. Вот, находим начало цепочки, нашу петельку вводим в первую петлю, подхватываем рабочую ниточку и соединительной петелькой протягиваем через петлю. Все, мы соединили. Маркер можно теперь снять. У меня это просто был, что я считала ряд. Все, мы соединили, и теперь будем приступать к нашему вязанию. Можно вот одну воздушную петельку взять, чтобы вот так цепочку пока отложить. Итак, смотрим на нашу схему. Схему я приложу, вы ее отскриньте, распечатайте, и вам будет так намного удобнее вязать. Так как у нас раппорт равен 12 петлям, я записала, что у меня 228 петель. Высота раппортных рядов у нас здесь 2 ряда. Вот, то есть вот первый ряд, второй, третий ряд, он повторяет у нас то же самое, что первый мы вяжем. То есть, по сути, мы будем повторять первый, второй ряд, первый, второй ряд, первый, второй. То есть у нас идет повторение рядов. И теперь, как мы вяжем, как я буду вязать. В принципе, филейное вязание каждый вяжет по-своему, и из вас каждый может вязать своим способом. Сейчас я покажу, как вяжу я, и чтобы это было понятно на схеме. Вот, у нас есть на схеме пустые клетки и есть вот кругляшки черные. Пустая клетка — это у нас равно, так как мы вяжем, вязание у нас идет справа налево, значит мы вяжем воздушная петля и столбик с одним накидом. Это у нас пустая клетка. Точка черная — это у нас столбик с накидом, то есть полная клетка, полностью заполненная 2 столбиками с накидами. То есть одна клетка — это шаг 2 петли. И вот примерно я нарисовала схематично. Допустим, мы вяжем, вот у нас цепочка воздушных петель, и мы вяжем, это у нас, допустим, в начале ряда 3 воздушные петли на подъем, и далее мы вяжем, вот это у нас будет пустая клетка, так как мы провязываем воздушная петля, столбик с накидом, это у нас пустая клетка. Далее, как вы видите, тоже пустая клетка, следующая тоже пустая клетка, а вот это уже, где 2 столбика с одним накидом, это уже полная клетка. Итак, давайте начнем вязать, и я вам на деле покажу, как мы будем с вами теперь вязать. Я уже провязала одну воздушную петельку на подъем, провязываю еще 2 петли на подъем, то есть 3 петли на подъем, это у нас в начале ряда. Далее мы смотрим, вот я нарисовала вот такую черту, это у нас получается здесь будет начало
нашего вязания, начало ряда. И начало нашего ряда будет начинаться с 2 пустых клеток. И как вы видите, 2 пустые клетки полная, 2 пустые полная, 2 пустые полная. То есть узор очень простой. Итак, мы связали 3 воздушные петли на подъем. Далее мы вяжем 1 воздушную петельку. То есть мы начинаем вязать уже первую пустую клетку. Делаем накид на крючок, пропускаем 1 петлю основания и через 1 петлю провязываем столбик с 1 накидом. Далее у нас опять пустая клетка, значит мы опять вяжем воздушная петля, накид на крючок, пропускаем петлю основания и следующую петлю провязываем столбик с 1 накидом. Вот, видите, у нас получилось 2 пустые клетки. Далее у нас полная клетка, черная точка стоит, значит мы далее вяжем 2 столбика с 1 накидом. Первый столбик, следующую петлю второй столбик. Вот здесь не путайте, вот этот столбик, он относится у нас к пустой клетке, то есть это стенка пустой клетки. Вот эти 2 столбика, они у нас будут относиться к вот этой черной точке, к полной клетке, то есть к черной точке. Далее мы опять повторяем 2 пустые клетки и черная точка, полная клетка. Значит мы вяжем воздушная петля, пропускаем петлю основания, через петельку вяжем столбик с 1 накидом. Опять пустая клетка, воздушная петля, пропускаем петлю, следующую вяжем столбик с 1 накидом. А дальше у нас черная точка стоит, то есть полная клетка. Мы вяжем 2 столбика с накидом. Первый столбик и следующую петлю еще 1 столбик. И мы так повторяем: 2 пустые клетки, 1 полная, 2 пустые, 1 полная. Пустая клетка, пустая клетка, полная. Пустая клетка, пустая клетка, полная. И вот так мы провязываем, вот так у нас будет получаться до конца ряда. И вот я подхожу к концу ряда, обязательно посмотрите, чтобы у вас не перекрутилось. Проверяйте, чтобы не было перекрученного, иначе потом придется это все распускать. Итак, мы начинали с 2 пустых клеток, значит, соответственно, в конце ряда у нас мы когда подойдем, мы провяжем 2 пустые клеточки, и здесь у нас должна быть 1 полная клетка. Я провязала 1 пустую клетку, воздушная петля, столбик с 1 накидом, 2 пустая клетка, и получается я провязала 2 пустые клетки, и теперь у меня осталась 1 воздушная петелька. 3 воздушные петли, которые мы вязали в начале ряда, они у нас будут считаться за 2 столбик нашей полной клетки. То есть я сейчас делаю накид на крючок в последнюю петлю, провязываю столбик с 1 накидом, и в 3-ю воздушную петельку ввожу крючок, протягиваю рабочую нить и завершаю ряд. То есть в начале ряда мы провязали 3 воздушные петли, далее мы провязали, чтобы пустую клетку связать, воздушную петельку и столбик. А эти 3 воздушные петельки, они у нас будут приходиться на полную клетку. Вот так вот. Все, провязали. Далее мы переходим на следующий ряд. Так как мы вяжем по кругу у нас вязание, начинать следующий ряд мы будем опять же отсюда, так как у нас вязание по кругу. Мы провязываем 1, 2, 3 воздушную петельку и смотрим, у нас в предыдущем ряду была пустая клетка, а теперь у нас тут полная клетка. 3 воздушные петли подъема, они у нас не будут считаться за первый столбик этой клетки, они у нас будут считаться за столбик 1 этой клетки, которая у нас будет в конце ряда.
Поэтому на вот эту полную клетку мы провязываем 2 столбика с накидом. Первый столбик мы провязываем вот в воздушную петельку предыдущего ряда, а второй в столбик старайтесь провязывать вот прямо вот в раскол самого столбика, вот сюда, в серединку столбика старайтесь провязывать, чтобы столбики были у нас ровненькие. Вот, провязали. Далее у нас 3 пустых клетки. И далее смотрим, у нас 3 пустые клетки, 3 полные, 3 пустые, 3 полные. Они у нас так и будут повторяться. Итак, сейчас я вижу 3 пустые клетки. Это значит воздушная петля, накид на крючок, пропускаем, вот у нас воздушная петелька, вот эту, и сюда мы провязываем столбик с одним накидом. Следующая клетка опять пустая, воздушная петля, накид на крючок, пропускаем петлю ряда, следующую сюда провязываем столбик с одним накидом. Опять пустая клетка, воздушная петля, накид на крючок, пропускаем вот петельку вот эту ряда и в следующую петлю провязываем столбик с накидом. Вот мы провязали 3 пустые клетки, вот они у нас. Далее мы видим, у нас 3 полные клетки. Это значит, мы провяжем 6 столбиков с одним накидом. Так как одна клетка у нас это 2 столбика, мы делаем накид на крючок. Вот сюда провязываем первый столбик, в следующую петельку столбик, второй. И в каждую петлю мы провязываем столбики. Это у нас 3, 4, здесь у нас была пустая клетка, 5 и 6. Провязали 6 столбиков. Вот мы за 1, 2, 3, 4, 5, 6. Этот столбик, это стенка пустой клетки, не путайте. Провязали 6 столбиков. Далее 3 пустые клетки у нас. Воздушная петля, накид на крючок, столбик с одним накидом. Первая пустая, опять воздушная петелька, накид на крючок, пропускаем одну петлю, в следующую петлю провязываем столбик с одним накидом. Вторая пустая, воздушная петля, вот здесь у нас воздушная петелька, мы ее пропускаем, сюда не вяжем, вяжем столбик с накидом. Провязали 3 пустые клетки. Итак, вот мы провязали 3 полные, 3 пустые. И сейчас мы опять то же самое повторяем. Сейчас нам опять нужно связать 3 полные клетки, это значит 6 столбиков с одним накидом. Я провязываю первый, второй, третий, 4, воздушную петельку 5 вяжу и в столбик вяжу 6. Провязала 3 полные клетки, теперь 3 пустые. Первая, вторая и третья. И вот таким образом мы провязываем до конца ряда. Я подхожу к концу ряда, я провязала вот здесь 6 столбиков, то есть 3 полные клетки. Далее у нас опять должны быть 3 пустые клетки, и далее опять у нас должны быть 3 полные клетки. То есть у нас должно повторяться вот эта цикличность: 3 полные, 3 пустые, 3 полные, 3 пустые, 3 полные, 3 пустые. А теперь мне надо провязать свои 3 полные клетки, то есть 6 столбиков с одним накидом. Так как мы в начале ряда уже полную клетку провязывали, но учитывайте то, что у вас у каждого может на разном этапе заканчиваться ряд, в зависимости от того, сколько петель вы набирали. Итак, я провязала 3 пустые клетки, теперь я вяжу 6 столбиков, но в начале ряда мы вот 2 столбика уже провязали, здесь у меня осталось только 4. Я вяжу в воздушную петлю первый столбик, сюда второй столбик,
третий столбик и четвертый столбик. И вот у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Все. Далее следующий ряд мы опять вяжем точно так же, как первый ряд мы вязали. Мы вяжем 2 пустые клетки, то есть мы провязываем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. То есть эти 3 воздушные петельки у нас будут считаться как на конец ряда последняя стеночка петли. И теперь вяжем 2 пустые клетки, воздушная петля на ряд, пропускаем вот одну петельку. Вот мы теперь смотрим, вот как мы вязали вот первый ряд, и по этому ряду повторяем точно так же этот ряд. Вот сюда провязываем столбик, первую пустая клетка, опять воздушная петля, в этот столбик у нас пустая клетка. То есть вот мы дублируем первый ряд. Провязали 2 пустые клетки, теперь полная. Опять 2 пустые, полная. Сейчас полную клетку я вяжу, то есть 2 столбика с одним накидом. Можно даже тут уже на схему не смотреть, а вязать вот как мы вязали первый ряд. Провязали полная клетка. Далее у нас опять 2 пустые клетки. Воздушная петля, столбик с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом. 2 пустые провязали. Теперь полная клетка. 2 пустые, полная, 2 пустые, полная. И вот так вот у нас ряды повторяются. Сейчас мы провязываем этот ряд точно так же, как мы вязали первый, также соединяем, как мы соединяли первый ряд. Далее мы повторяем опять вот этот второй ряд, и мы вяжем необходимую нам высоту. Высота у нас будет идти вот до уровня подмышек, мы провязываем эту высоту. И далее у каждого она своя получится, примеряйте по ходу вязания. И далее будем смотреть, далее я покажу, как мы дальше будем провязывать. Итак, вот я провязала необходимую мне высоту. И далее смотрим. Далее высоту я провязала вот до уровня подмышек. Далее мы должны разделить на перед и спинку. Вот эти вот рукавчики, это у нас будет обвязка в конце того, как мы свяжем. То есть, по сути, мы должны сейчас провязать вот такой вот квадрат, который у нас будет разделен вот от уровня подмышек на перед и спинку. То есть, по сути, у нас тут будет вязаться одинаково. Обвязка у нас рукавчиков этих будет в конце, как мы закончим вязание. А сейчас мы должны сложить пополам. Можно просчитать петли и на серединку прикрепить маркер, а на этой серединке слева, условно назовем, у нас вот ниточка осталась, я так ее набрала, чтобы она не распустилась. Вот. И сейчас на что нам нужно обратить внимание. Мы будем вязать теперь поворотными рядами. Мы прикрепили маркер, и когда мы сейчас начнем вязать поворотными рядами, обращайте внимание, что когда вот мы начнем провязывать ряд, мы провяжем до маркера, обязательно для себя отметьте карандашиком на схеме, я надеюсь, вы ее распечатали, обязательно отметьте, вот, допустим, я довяжу до маркера, и у меня это будет, ну, условно, вот так узор заканчиваться. Отметьте себе вот по всей схеме, прорисуйте, что у вас вот так узор заканчивается. Потому что если по этой схеме мы вязали, ряд вязали и возвращались опять все равно к началу ряда. И вот я ставлю вот так вот точечки, какой ряд я вяжу. То сейчас мы будем вязать, мы провяжем ряд до конца. Допустим, условно у меня вот по схеме вот здесь будет заканчиваться узор вот этого маркера. Я довяжу до конца. Далее буду провязывать 3 петли подъема и отсюда начинать вязать в обратном направлении. Довяжу опять петли подъема и назад. Петли подъема и назад буду вязать. То есть мы не будем начинать сначала каждый раз, потому что мы вязали до этого по кругу. А сейчас у нас будет вот так вот. Мы вязать будем туда,
обратно, туда, обратно. Поэтому обязательно схему теперь мы будем отмечать. Провязали ряд, начали вязать, точечку поставили, этот ряд вяжем, потом этот ряд вяжем, потом этот ряд, потом этот ряд вяжем. То есть мы будем для себя обозначать вот таким образом, потому что у нас здесь пойдут поворотные ряды. Обращайте на это внимание. И для чего нам важно вот отметить вот этой линии, где у нас заканчивается узор, потому что когда мы начнем разворачивать наше вязание, нам нужно будет с чего-то начинать, чтобы у нас все-таки узор был правильный и он совпадал с узором, который вот у нас уже по основному полотну мы вязали. Поэтому будьте внимательны здесь, чтобы ничего не перепутать. Поэтому сейчас мы маркерами отмечаем серединку и вяжем точно так же поворотными рядами туда-обратно, отмечая по схеме, как я объяснила. Здесь ничего сложного нету. Я уже подробно здесь останавливаться на этом не буду. Я думаю, и так все понятно. Поэтому давайте провяжем. Именно мы должны провязать вот эту вот высоту оставшуюся от подмышек до уровня вот плеч. Итак, девочки, смотрите, вот так у нас должно получиться. Вот такой верх. Я здесь еще не довязала, я просто соединила одну и вторую половинку. И сейчас что мы будем делать? Я решила, что я не буду здесь делать такие длинные лямочки, а сделаю вот как на моей тунике вот такие вот штучки на плечах будут. Я сейчас померю и вам покажу. Вот такие тесемочки на плечах и вот так рукавчики, чтобы они у вас перекрывали лямочку бюстгальтера. То есть возьмите и прикрепите вот так вот сюда, вот в моем случае, вот так. Вот, и прикрепите маркер на начало и вот примерно вот так вот на окончание. То есть вот такая ширина у меня здесь будет вот этих цепочек из воздушных петелек. Мы провяжем вот как у меня, вот на этом рукавчике вот так выглядит эта туника. Сейчас я примерю и покажу, как это на себе будет смотреться. Вот у меня серая туника, то есть здесь у меня вырез лодочка. И вот, чтобы лучше было видно, вот лямочки бюстгальтера у меня проходят. И вот так вот у меня выглядит плечико. То есть у нас открытое плечико, обвязан рукавчик. Вот так мы тоже будем делать обвязку. И вот так у нас это будет выглядеть. Я решила сделать вот именно таким образом, не привязывать вот эти длинные лямочки, потому что они будут утяжелять. Платье у нас будет длинное, платье-сарафан, и я решила сделать все-таки вот так. Думаю, будет очень красиво. Итак, прикрепляем маркер и начинаем вязать тесемочки.